Здравствуйте. Здравствуйте всем, дорогие друзья. Всем привет. С вами как всегда, Алексей Хардплей. Конечно же, у меня рот еще не разработан после перерыва. Сейчас разработан. Ну, знаете ли, вчера, конечно, была битва. Битва вот эта вот. А как? А чё? А куда вот это вот? Да я же, да мы же, да играть не во что. Индустрия игровая на дне лежит. Да коли можно... Мы люди культурные. Посидели с вами, поковырялись. И вдруг, откуда ни возьмись, появилась вот одноглазая. Это самое. Да, Twitch. Кстати, надо с Твичом тоже поздороваться. Сейчас поздороваюсь. Давай. Ай, могу. Вот давай Twitch. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста, еще и Twitch. И что хочешь, что хочешь. Да, сейчас еще Twitch к нам присоединится. А я пока конфетку вкусную съем и расскажу вам немножечко про игру. Значит, о чем, собственно, игра? Во-первых, она, по-моему, если я не ошибаюсь, от студии Матрешка. Есть такая студия. Вот, и, собственно, вчера начал я пускать слезаторию. Говорю, а чё это вы мне ключик-то не скинули? Забыли, да, про папку, забыли. Но потом, покопавшись на рекламной почте, оказывается, они мне ключики дали еще черти знает когда. На пресс-релизе, и вроде бы как будто бы хорошие студии, молодцы ребята. И вообще, изначально мне игра вообще очень понравилась уже заранее. Но... на самом деле скажу так. Скажу... какие подобные игры мы играли? Атмосферные, крутые. По-моему, Black Book играли. Что-то какая-то еще игра была. Причем их на самом деле было очень даже немало. Очень немало. То есть, они, знаете, они время от времени появляются и пропадают. Потом от девочек какая-то такая игра была. Там две девчонки работают в театре и закинули ключик. Вот, мы тоже ее прям за стрим прошли, что-то там про Василису, еще про что-то. Чем отличаются эти игры? А, этот, как его? На каком-то там колесе-то катались мы. Как же игра-то называлась? Не так давно относительно. А как же игра-то называлась? Ё-моё. А как же называлась игра-то? А я и не помню. Если честно, я не помню, как она называлась. Как-то она, знаете ли, по-простому так называлась. Сейчас у меня тут Рутоний чат не работает. Мы вот так вот. Индика. О! Вот сразу видно игровую эту игровую, да, вот аудиторию с Твича. Здравствуйте, Твич. Здрасте, спасибо. Индика, да. То есть, как будто бы время от времени какие-то интересные проекты, они проскакивают. То есть, что-то вот вроде как будто бы бывает. Но всему ставит крест. Второсортный переваренный кал, типа смуты. Смута 10, смута дополнение, смута адвенчер, смута наносит ответный удар. Я не знаю, что там еще. Кровавая рубка в смуте 8. Возвращение легенды, да, и так далее, и тому подобное. Да, там что-то про Одноглазого, и, короче, ну, как всегда. В общем, все как мы любим. Блин. Игры с маленькими бюджетами, на самом деле, я их прошел очень много. Очень много. То есть, если вот так повспоминать, какие-то маленькие, небольшие вот эти вот игрулечки проходные. Кстати, они все у нас находятся в плейлисте «Игры на вылет». В описании я оставил для удобства. На ютубе, ребят, переходите, тоже смотрите. Мне почему-то вот из последних игр... Вообще, давайте так скажу, очень странная аудитория.
очень странно. У нас в этом году 10 лет, как я с вами и вы со мной. Но я заметил нюанс. Страшилки нравятся всем. Очень нравятся, вы их любите безумно. Но, знаете, вот последние страшилки крайние, в которые я играл, это Layers of Fear, September 7, что-то про какую-то бабку в доме, про какой-то балкон, еще какая-то трешанина. Короче, посмотрите тоже в плейлисте. Один стрим набрал 700 тысяч просмотров, второй 900. Я такой, говорю, вам что, реально вот это вот нравится? Вот это вот? Ну, это же забей. Ну, это же страх. Про какого-то деда в квартире, про какую-то бабку, какой-то реально трешанина. Но при этом вы такие игры любите. Наверное, потому что они быстрые. Короче, что я жду от этой игры? Блин, я, наверное, жду какой-нибудь атмосферки. Хоррор. Будет ли страшно? Я не думаю, что наши прям сделают вот прям хоррор. Знаешь, типа как какого-нибудь Beast Inside или еще что-нибудь. Бюджет не те, да и пока, наверное, опыта нет столько. Но мифология, вот это вот все, вот это Древняя Русь, мне это все безумно нравится. Кто меня давно смотрит, это знают. Ну, давай посмотрим. Игрушка вышла еще, по-моему, то ли летом мне прислали ключ. Короче, она уже не новинка, она уже прилично времени. Проходится от 2 до 5 часов. Я сделаю обзорчик такой. Ну, чисто пощупаем, да. Кстати, девочки, есть у нас на Твиче, на Ютубе. Да, пожалуйста, не забывайте лайк поставить. И, как говорится, я могу пощупать, да. Там, если что, обращайтесь, я могу. Я могу. Папа может, все что угодно. Осуждаю. Осуждаю все. Осуждаю все свои слова. Ничего я уже не могу. Я человек пожилой, уважаемый. Ну а мы начинаем. Игра Лихо Одноглазый. Всем приятного просмотра. Огромное спасибо всем, кто переходит на YouTube. На Twitch. Все ссылки на YouTube есть на Twitch. На Твиче, на YouTube. Есть миллиард все ссылок, где мы стримим. Кик, ВК, Бусти, архив фильмов, аниме, сериалов. Там, короче, пожалуйста, все в описании. И самое главное, телега Hard Inside. Почему? Потому что там все оповещения, все есть движняк. Заходите. Буду рад. Да, кстати, скоро заброшки. Бау. Там всю инфу выложу. Так, настройки. Что тут у нас по настройкам? Субтитры. Не субтитры, если честно. Ну, настройки, в общем-то, как всегда. Все предельно просто. Фовчик. Фильтры управления. Ну, что здесь, я думаю, такого прям супер сложного не будет. Полетели. Послушай древнее предание, и пусть оно прорастет в твоем сердце, словно зерно древней истины. Пусть этот росток знаний будет искрой, от которой разгорится великое пламя. В некотором царстве, О, сказка, я же говорю. в некотором государстве, в то время, когда люди еще верили, что поблизости живут странные духи, жил один кузнец. Это я, кстати. Дело сделан. Опять работа. Дело сделал. Какой-то, не шутя, переход. Кузнец. А? Клевал. Странно. Ты как, кузнец? Чего тебе? Хрена Да переход. так. Или и привиделось чего? Слышишь, или что? Да, ворон. Месяц. А чего примолк? Сон.
ворон в нем. Ворона видел. Плохой сон. Че Да это? ты не думай, что там. А кто знает-то, пробудь. Не там ты ответы ищешь. А? Что? Каждому чего-то не хватает. Даже тебе. Чего ты не знаешь? Есть ответы на все вопросы, прекрати. Ты кто это? Че началось-то? Чего ты не знаешь? Горе, свет и истины. Истины, наверное. Правды мало на свете. Знания обретают только те, кто Вич, здорово. прошел через темный лес. Только те, кто встретил лихо. Что? Лихо, значит? Пойду поищу себе лихо. Чисто заводчанин. Лихо вообще, это, по-моему, не буди лихо, пока оно тихо. По-моему, лихо на болотах живет, если я не ошибаюсь. Алло. Какой-то интересный интерфейс они сделали. А ну-ка. Угу. А чё все какой-то... Алло. Эй! Добрый человек! Здравствуй. Здравствуй. Портной? Куда идешь? Да вот, брат, все говорят, лихо на свете есть. Я никакого лиха не видал. Ну вот иду искать. Пойдем вместе. Я хорошо живу, не видал лиха. Пойдем поищем. Тихо, как душно. Кажись, верно идем. Ни зверя, ничего. До сих пор тропу видно. Я пока даже не знаю, как... Что сказать-то? Голоса очень крутые. И подача... Знаешь, я так пошел. Пока не понял. Как так? Говорят, Озвучка топ. кто лихо узнает, тот получит все, что захочет. Мне лор здесь интересен. Только кому Раскроют ли видеть? они? Есть ли оно вообще? Вот ты веришь в лихо? А вам не кажется, что дедок странный? Верю. Верю. Иначе зачем идти? И я верю. Знаешь, я пошел, чтобы сшить великий кафтан. Царь-кафтан. Царь-кафтан. Да ладно. Лихо исполнит что угодно, а ты попросишь телогрейку? Я попрошу мастерства. Сам сошью. Тебе не понять. Он просто откуда-то нарисовался, портной. Тупо из ниоткуда. Он просто бам, и вот он появился. И типа, давай-ка я с тобой пойду. Блин, мне нравится пока что. Прикольно сделали. Не сильно геморно, задумка очень прикольная. Напугаешь, отошлешь. Ты погляди, ворота какие. Хозяйка, лес, обряд.
Лес, лесник. Сру. Понял. Хозяйка, лес, обряд. Хорошо, что он первый идет. Пограничье какое-то. Да. Зачем ты ищешь его на самом деле? Правда хочешь знать? А всё почему ему не просто. рассказать? От этой жизни серой спасение только на дне стакана. Сам знаешь, я тебе говорил, мне привиделся ворон. В этом какой-то старый забытый смысл. И я хочу его узнать. Ну, Бог тебе в помощь. Ворон, я ни разу не слышал. Типа, если приснился ворон, что это значит? Блин, небо очень круто сделали. Там залип, короче. Вы в курсе? Или не в курсе? Ага, Twitch, YouTube, не знаете? А я все вам сейчас расскажу. Вы в курсе, что эти полетели? На Луну, нет? Это вот то, что вам известно. На Луну эти, как они эти, читлане, как? Космонавты, астронавты, как? Ага, знаете вы, да, ага. Да, зачем полетели? Вот. А теперь самое важное. Зачем полетели? Никто никогда не задумывался, 50 лет не летали, а тут раз и полетели. Это значит что? Что? И сразу они не успели облететь, сразу снимки в 3D, в 8D, со спутников. Да, вот, смотрите, обратная сторона Луны. Знаете, что там? Я знаю. Я там был. Вы знаете, что с обратной стороны Луны база инопланетян? Да. Многие этого не знают, но я знаю, потому что у меня был с ними контакт. Да, неоднократный. Вы что думаете, я на Твиче столько не стримил? Да, у меня был контакт. С той стороны база, там влетают в кратер корабли, и там живут, там огромная база, то есть Луна, это на самом деле база космическая инопланетян. Они прилетают к Солнцу, питаются энергией и улетают в далекое плавание на своих кораблях, чтобы назад вернуться снова на базу, на Луну. А чтобы мы не спалили в эти свои телескопчики, сидят все, выглядывают, они залетают с обратной стороны Луны и 50 лет не разрешали, а сейчас разрешили. Как вам такое? Как вы это прокомментируете? Что вы думаете, у меня есть от вас тайны? У меня нет тайн. Я вам все расскажу. Да, всю чистую правду. Да. Я еще раз говорю. То, что если вы думаете, что контакта не было, то он был. Он был, ребят, неоднократный, да. С этими, тянками, короче, да. Или не с инопланетянками, а с подписчицами. Не помню, в общем, с кем, но он точно был, да. Ну, старость уже. Вот, так что я думаю, что они не просто так туда полетели. Вот им делать было нечего. Дай-ка сфоткаем Луну, да. Да, давайте это пруфанем. Пруфанем, говорит, то, что смотрите. Вот она, обратная сторона, нету инопланетян. Я знаю, что это как в автобусе. Когда завоняло, вот тот, кто первый сказал, вот это вот, знаешь, такая тяночка стоит с губами накрашенными, с яблоком надгрызанным, 158-м. А кто это себя держать в руках не умеет? Вот она, скорее всего, и сиранула, да. Это здесь вот то же самое абсолютно. То есть, раз, если только начали, сами полетели, сами показали, значит, там что-то есть. Нам не рассказывают, потому что там огромная база инопланетян, да. Я все знаю, да. Я все знаю, я вам все расскажу. Если что, спрашивайте любой ответ на любой вопрос. Также, кстати, как и ответ, знаете какой? Все-таки вот Спартак или все-таки Зенит сегодня выиграет в 20:45. Если честно, то Москва!
Московский осуждаю. Вот, да, сегодня поболею. Хотя, скорее всего, знаю, что, наверное, Зенитушка, да, проедется по спартачам, потому что, да, скорее всего, будут слезы, будут сопли, потому что если уже сыграли 2-0, то что-то, мне так кажется, там вообще без шансов. Но мы посмотрели сегодня КФ 4 и 4, по-моему, мы успели залить. Вот, так что на ВК сегодня посмотрю. Так что кому интересно, да, кому интересно, ссылочку вам там сейчас в чат закинут на YouTube, на Twitch и там в закрепе к этому ролику, короче, тоже там кому интересно, посмотрите, да. Ну а мы продолжаем, у нас одноглазый Джеки Чан. Да, где у нас Чики-Брики вообще? Он имеется? Нет, он ссылки, я смотрю, да, все админы на всех платформах. И все везде в ссылках, дорогие друзья. Вы большие молодцы. Да, но нет. Я пошел за партнером. Да. Куда меня ведешь, старый? Господь Вседержитель, изба большая, одним окном горит. Ночь. Некуда идти. Найду, как внутрь зайти. Ага, я тут подожду. Я не пойму. Дайте-ка я гляну. Чей это может быть голос? Именно у кузнеца. А ну-ка. Что-то до боли какой-то знакомый голос. Где я его мог слышать? Ну не мог же я его в Ведьмаке слышать? Или где-то в фильмах? Думаешь, Барон, Ведьмак 3? Мясник из пацанов. Что-то я смотрю. Я говорю, а где же я его смог слышать? Гоблин, Человек-паук 3. Не шутя. Что прям разрабы заморочились. Угу. Блин, прикольно. Актер озвучки. Слушай, а портной мы можем откуда-то знать? У портного такой голос, как будто где-то в каких-то мультфильмах, или нет? Или ошибаюсь? Где может быть портной? Блин, надо поискать в инете. Он просто настолько тоже знакомый. Ты знаешь, ты будешь смеяться, я не удивлюсь, если это какие-нибудь смешарики или еще что-нибудь. Он прям реально очень похож. Ирина Пономарева-Лиха. Тоже фамилия знакомая. 3 богатыря. 3 богатыря. Сейчас я посмотрю. Так. Сейчас, с другой стороны, вы же, наверное, напишите в комментах. Ну-ка, пойдем дальше. Мне кажется, из какого-то мультфильма. Я пока не нашел вот так вот схода. Иннокентий Смоктуновский. Тихо. Алло. Ага.
Нужен какой-то предмет. Ну, подожди, где ключи хранили? А? Идолы поганые. Все, да? Ворон. Алло. О, ключ. Вот и ключ к избушке. Почему? Что он все мне сказать хочет? Ну как, нашел что? Ладно, я следом. И где ты следом? Ты куда меня привел, старый? Сатана Бакила, Избушка. Не понял. Ага! А изба-то деревянная. Понял. А, паутину типа жечь можно. И мне показалось. Так, ну и чё надо сделать? Это не я все на вас свалю. Смотришь из деревни, смотрит, полыхает изба. Кого? Я очень добрый пиромант. Тихо. Это... Корсар 10, что ли, сюда закинуть? Что это такое висит? Алло. Чесало для шерсти. Чесало для что? Жилое чесало. Похоже на корабль. А я считаю, что это похоже на летающую тарелку. Вот вам отсылка, что даже разработчики игры из студии Матрешка хотели сказать, что они существуют, но об этом вслух говорить нельзя. И поэтому что? Правильно. Вот, пожалуйста. Здорово, малый. Здорово. Дару. Глаз как на взять? нем. Взять. Чирк. Яблоки под дугами ходят яблоки с кругами. Одно яблочко возьму, угощу я им Кузьму. Чего? Слышь, а это не Кузьма тут висит?
Слушайте, а круг мелом не просто так, да, наверное? Какая-то странная матрешка у вас. Калики. Что за звуки? Ого. Все как мертвецы выглядят. Калики. Глаз выкалывает. Кого? Лихоманки проклятые. О! С этой, как ее, это улица-то есть это? Как его, с Патриков, лихоманки, да. Так, к Этим черту. смогу из печи что достать. Ага. Не подходит. Милая избушка, Чё ты, портной? за мной тоже дверь закрыла. Ночь. Знаю, некуда идти. Слышь, дед. Так, а ну-ка. Пить. Чудище какое-то. Полифем. Что это такое? А, и типа и сюда, да, что-то приложить? Что, в туалет попасть? А, давай. Вот око Господне над боящимися его и уповающими на милость его. Я твою... Таинственный лес. Я шел по забытому пути вместе с сонмом теней. Тех, кто некогда его преодолел. Давным-давно пройти им должен был каждый. Шепот духов раскрыл мне древний смысл предания. Я буду вести записи, ведь старый толк давно утрачен. Быть может, они помогут тебе, тому, кто идет за мной следом. Наш путь начался на мрачной окраине леса. Мы ступили в замшелую чащу, туда, где верхушки деревьев прятали небосвод. Разлапистые ветви тысячелетних елей увлекали нас в вечную ночь, в клубящийся туман, поросший грибами и папоротником. Мне было страшно, но я шел дальше. Ведь тени подсказывали мне дорогу. Впереди нас ждал деревянный дом, старый и зловещий. Чрево забытой химеры. Я в это чрево не полезу. Я брезгую. Открывай давай. Не хочешь, как хочешь. Интересно, а можно зажечь спичку и самому себе Оп. Фу, как факел побежал. Что он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их. Душа наша уповает на Господа, Он помощь наша и защита наша. О нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя. Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его, что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их. Душа наша уповает на Господа, Он помощь наша и защита наша. О нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали.
Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя. Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Давай без вот этих вот приколов, хорошо? Что началось-то? Что происходит? Ого. Вообще не страшно. Черт потлатый. Пугать хотел. Вообще ни в одном хорроре ничего не боюсь. Понял? Нет? Эй! Всевидящее око. Устроили тут. Кукарев полегче, там немножко с модеркой. Работяг там сильно не души. А ну-ка. Рискнем? Алтарь какой-то. Какой-то не очень хороший алтарь. А у этого в руках что? Одноглазая. Голову держит. Мастерская работа. Не шутя. Одиссея. А при чем здесь это? А при чем здесь вообще Одиссея? Ну ладно. Одиссей со спутниками высадился на остров свирепых циклопов и спустился в пещеру Полифема, известный своей жестокостью. Одноглазый монстр пленил их, обвинив в нарушении гостеприимства, и запер в пещере огромным камнем вместе с овечьим стадом. Чудовище вскоре начало пожирать пленников по двое за раз. Одиссей, не размышляя о спасении, отказался убивать Полифема во сне, понимая, что без него невозможно убрать камень, закрывающий выход. Тогда царь Итаки, превосходный во всех искусствах, прибегнул к хитрости. Он и его спутники вытащили острый кол из огромной дубины Полифема. Угостив чудовище крепким вином, Одиссей усыпил его бдительность. Как только циклоп погрузился в глубокий сон, странники раскалили кол и пронзили им единственный глаз монстра. Ослепленный Полифем начал выпускать овец на пастбище. Одиссей велел спутникам взять животных по трое и спрятался под ними. Сам он ухватился за живот любимого барана Полифема. Так незаметно для слепого монстра они покинули пещеру. Гомер, Одиссея, песнь 9. Вот так вот. Кто не знал, вот. Хардплей развивающий, как говорится. Угу. Дальше вся книга пустая. А почему? Это первая страница. Какая-то книга с этими, с былинами. О, свет в конце Что туннеля. за книга?
Почему она здесь? Да и где я сам? Мы в самом начале что сказали? Мы в самом начале сказали то, что необходимо... Помните, у нас спросили, что бы ты хотел, типа, найти или что-то типа такого? Он сказал, типа, знание, да, или что-то вот... Чертовщина какая-то. Смысл или еще что-то типа такого. Нам как будто сейчас это раскрывается. Слушайте, ну мы вышли из этого дупла. Пахнет морем, океаном. Истину, да. Все это в подполе? У игры есть один прикол. Я заметил одну вещь. То, что она предельно простая. В ней нет ничего. Но за счет голоса и за счет какой-то своей атмосферы вот эта вот простейшая игра, она интересная. Как это работает, я не понимаю. Ничего здесь нет. Просто черно-белая игра. А это мои любимые цвета, да, кто не знает? Что белый, что... Белый. Че, гробы, что ли, я не пойму? Че вот это за матрешки такие? Я их не первый раз встречаю. Ты кто? А, их, оказывается, можно было вот так делать. Окей. Типа ачивка, короче, какая-то. Ты гонишь, что ли? Остров. Лихо где-то там. А портной... Может, и к лучшему, что он с ним не повидается. Подожди, а как? Так тут... А вот и лодка. На ней доберусь. Так здесь ничего и не осталось особо. Переправа. Я шагнул в чрево таинственного дома и оказался на пороге миров. Мой путь лежал в обитель мертвых, где в древнем святилище живет одноглазая хозяйка зверей. Знание грядущего не могло развеять моего страха. Впереди лежал остров мертвых, где живые спускались еще ниже в подземное царство. Был только один способ попасть туда — через погребение. Я не хочу, мне это не нравится. Идея — говно. Я все сказал. О. Живой? Я бы такое увидел, я бы, наверное, с ума сошел. Смотри, и все иконы без ликов. Прикинь. Ни одного лика нет. Перевернутая икона. Не пойму, что тут. Чудской узор. Кольцо от механизма. Надо брать. Я могу и положить. О, ладно. Железная ботала. Не стоит мне это с собой таскать. Чё это? На шею повесил и пошел. Это что за прикол? Путь в мир мертвых. Через пожрание. Давай. Расскажешь, как там.
Через пожрание, либо не через пожрание. Да. Давай, привет. Так, а тут что? Давай, да, до свидания. Ну, это просто потрясающе. Стоят 2 стула. Можете выбирать. Это просто мое почтение. Я понял. Хозяйка зверей, я знал, что в мире мертвых обитает одноглазая богиня. Только те, кто добрался до ее храма и прошел ее испытания, могут надеяться на ее снисхождение. Я, следом за духами, жаждал и страшился встречи с нею. Какие дары я мог получить от хозяйки зверей? Охотничьи умения, волшебные пляски, может быть, колдовство? Я жаждал получить дары и страшился их. Нам... Ага. Привет. Ты хорош, ты один и тот же скример. Как я вообще пугаюсь? Уйди отсюда. О. Кружочек. На курьих ножках. Ага. Даже не вздумай. Подождите, там есть механизм. Я думаю, что вот это кругленькое, оно-то точно туда подходит. А вон что-то еще, смотри. А тут, оказывается, прям было нарисовано, где и что брать. Не отцепить. Чик-чик. Чик-чик. Ага, и покрутить. Похоже, этот замок удерживает лодку. Ну, это понятно. Это мы в детстве в такое играли. Или непонятно. Погоди-ка. Типа избу надо собрать. На пожилых ногах. Чик-чик-чик. Чик-чик-чик. Тут 3 типа. Какие-то змеи и изба. А что там внутри, я не пойму. Чат, кто шарит? Твич по любасу шарит, они умные. Че, очканем сюда сходить? Через погребение. Очканем или нет? Это что, череп такой? Это череп таких размеров? А я знал, что титаны есть. Да. А я знал, что огромные титаны, они были. Вот, пожалуйста. Вот пруфы. Берите, делайте скриншот. Да. Около 4000 лет назад жили люди высотой. Я вам не хотел говорить, но... Вот. Пожалуйста. Раскопки научные. Да. В Страсбургском университете, да, группа ученых исследовала ядро Земли и нашло титанов. Понимаете, титаны около 5 метров роста. Невероятных размеров. Прямо сейчас я нахожусь буквально на передовой событий. Понимаете, наша съемочная группа проникла в подземелье, где идут раскопки. И пока перерыв у работяг мы можем вот на ваших глазах. Вот, все, вся история будет изменена. Да. Человечество в опасности. 100%. Да. Чтобы быть в безопасности, не забудь подписаться на наш телеграм-канал. Да. И, ребята, как вы считаете, нужно ли все-таки поменять админа на ютубе? Потому что мне кажется, что некий Чики-Брики нас покинул. Потому что он очень слабый. Ага. Да. Ага.
Я не пойму, для особо одаренных, что ли? 4, 5, 3, 2? Или что? Страница в ту книгу узорчатую. А, страница в книжку, так. Что это такое? Синдбад. Хабиби! Осуждаю. Осуждаю, прекрати. Прекрати. Выпей таблетки, успокойся, пожалуйста. Мне, говорит, 2 кебаба, колу диетическую, без сахара, и двойное порви хлебало. Я, говорит, на диете. Да, дорогая, конечно. Синдбад вместе со спутниками причалил к отдаленному острову, где обнаружил загадочный дом великана. Глаза чудовища пылали огнем, а сам он был уродлив и черен. Черен, наверное, правильно, ударение. Древнее слово. Монстр схватил самого толстого из гостей, сломал ему шею, осуждаем, и жарил на вертеле. Хорошо, хоть не отжарил на вертеле, на свое, да. А остальных он запер в своем жилище. 2 дня они провели в этом плену, и за это время хозяин дома съел еще 2. На 3-ю ночь Синдбад и его товарищи накалили 2 вертела и вонзили их в оба глаза чудовища. Мне кажется, где-то мы уже это слышали. Я не пойму, это... Будь я вот чудовищем в те века, я бы глаза вообще конкретно берег, потому что люди были крайне неадекватны. Они... посмотри, что они вытворяли. Ужас. Ослепленный великан не смог найти своих пленников и выбрался из пещеры. Синдбад с товарищами последовали за ними и направились к плотам. Великан вскоре нашел их при помощи великанши. Великан-то! Великан-то он не прост был, да. Чудовища швыряли камни вслед беглецам, из-за чего большинство спутников Синдбада погибло. Однако сам он с 2 товарищами сумел добраться до другого острова. Кстати, это 3-е путешествие Синдбада, морехода, 1001 ночь. Арабская ночь! Волшебный Восток! Здесь чары и месть, отвага и честь, дворцы, песок! О, дивный Восток! Извините. Прошу прощения. Вылезает этот дурачок, который неадекватный, которым мы не особо его любим и... А, так это одна, подожди, пещера, что ли? Сквозная. Ну, страничку подлутали, можно на лодочке поплыть. Какие таблетки? Какие таблетки? Я игру прохожу. Поехали. Жил-жил себе кузнец спокойно, говорит, пойду искать лихо. Вот тебе заняться это. Здорово, чат, как вы тут? Уволен? До свидания, чики-брики. Все, давай. Да. В самый ответственный момент стрима тебя не было. До свидания. Все, давай, привет. Ищу нового админа на ютубе. Да. Кандидатуру оставлять внизу. Да, Настя, 3-й размер, умная. Или там не умная, неважно. Да, все в комментарии. Как стрим обработается, обязательно. Жду всех. Это знаете, как называется? Это когда у тебя бюджет, условно, 2 ящика пива, огурец и сосед, и кореш-разработчик. Но при этом ты с душой сделал игру. Вот наглядный пример. Без шуток.
Ну, конечно, да. Вот таким вот разработчикам интересно, если 1 миллиард дать, они какую игру сделают? Глаз. Слышишь, глаз? А тебе не показалось странным, что очень похож на какую-то галеру? Остров мертвых. Потрясающе. Так, страничку надо залутать. Я добрался до острова мертвых, до великих врат в подземный мир. Древнее побережье полнилось звуками. Они стекали с скользкой патокой с вершины черной горы из гнилого чрева могилы. Скрип тысяч прялок, как рой жадных насекомых. Каждая нить сверкала золотом. Моя нить была среди прочих. Я должен был найти ее. Ступы какие-то на земле. А там что, ворота? Я сразу вот, кто первым догадается, тот красавчик. Ну-ка, баттл между Ютубом и Твичом. Вот с этого ракурса, что вам это напоминает? Быстро, какой фильм? God of War, балбес. Неверно. Сразу схода. Вот это вот, если все взять, какой легендарный фильм прям приходит в голову? Врата мертвых, все дела. You shall not pass. Ну, естественно, Властелин пожилых колец. Помните, когда они в эту в щель-то пошли, да? Вот, пожалуйста. Вот. YouTube оказался умнее, а это потому, что они вместе со мной фильмы на Бусти смотрят, да. Ссылочку, кстати, на Бусти, ребята, она, по-моему, есть, если я не ошибаюсь. Вы заходите, смотрите тоже, мы же умные, это хардплей развивающий. Что за... Врата охраняет многоглавый зверь. Здесь какие-то пираты Кариб. О, не, давай, привет. Какой зверь-то? Это все выдумки, это все сказки. Дай дерну. Орел. С одним крылом? Надо взять. Посмотрим, отворит ли этот Иван ворота. А это что такое? Выкалывают глаз. Странная традиция, всем глаза выкалывать. Почему все кверх ногами здесь? Так просто эту статую не нужно как-то ее сбросить. Волшебная спичка. Стой. Трехглазый. Бык. Взять. Ну, 2 статуи мы подлутали. Спалил. А ну-ка. Раз. 2. Ну, допустим. Что там везде все ведь закрыто-то, а? О. Одноглазый, что ли? Ой, зараза! Но это как в этом было. Подожди, а как... Не, здесь
Здесь, знаете, здесь спичка, как говорится, всему голова. Да. Спичка просто абсолютно волшебная. Я же вставлял эту статую. Чертовщина какая-то. Чего? Не шутя. Помощники. Я оглянулся вокруг. Мертвецы были по-прежнему рядом. Они шли все тем же путем, и я следовал за ними. Теперь я видел, что ни один из них не был одинок. Каждого сопровождали духи в облике зверей и птиц. Я чувствовал их силу. Это была и сила мертвецов, и сила, что они унаследовали от своих предков. Между мертвецами и их помощниками тянулась тонкая эфемерная связь, словно само их существо было навеки связано. Я приближался к подземному царству. Да вообще не страшно, я... Не-не-не, не страшно. Давай я заберу статую, и ты извинишься. Оп. Дурной лев какой-то. Дурной не дурной, а это четвертый. Он-то, кстати, нам был и нужен. О, ларчик. Ага. Что, зажечь? Что, свечка? Оп. Свечки. А может быть такое 1, 3, 2, 3. Смотри, типа свеча. 1, 3, 2, 3. Ну-ка, давай попробуем. 1, 3, 2. Лайк не забыл на ютубе, нет, поставить? Еще одна страница. О, уважаемо. Книжечку собираем. Долопатос. Что-то я не знаю про такого. Ну-ка. Однажды один известный грабитель прослышал о великане, что обладал несметными сокровищами. В отряде единомышленников он добрался до жилища монстра. Воры набрали полные сумки добычи и отправились в Освояси. На обратном пути воры внезапно повстречали великана и попали к нему в плен. Чудовище пожирало пленников по одному. Когда пришел черед нашего героя, он притворился лекарем и пообещал вылечить глаза людоеда. Тот согласился, и грабитель сварил ядовитую кипящую смесь из масла, серы и кислоты, ну и вылил на голову гиганта, тем самым ослепив его. Великан страшно заревел и стал хватать все вокруг. Наконец грабитель нацепил на себя овечью шкуру и выполз наружу, затерявшись среди овец. Он обернулся к дому людоеда и стал хвалиться своим побегом. «Возьми это в награду», — сказал великан и бросил грабителю кольцо. Тот одел его на палец. Кольцо тут же закричало: «Я здесь! Я здесь!» Грабитель не мог снять кольцо. Ослепленный великан был близко. Грабитель мог сделать только одно, чтобы спастись. Он отрезал свой палец. Жадность порождает бедность, сказал он и взял кольцо, положив в карман. Альта Сильванский Иоанн Долопатос, 12 век. Не знал я такую вещь. Не слышал. Очень, кстати, много схожих таких вот... Чего? На прялке натянуты жизни. Очень здорово. Кого там куда натянули, но... Алло. Лука. Поля пустые. Подожди, орел. Ну-ка. Лев.
Welcome to the club, buddy. Nice. Понял. Есть Лев против, а есть Сережа за. Что это такое? Прялка огромная или что это? Я все назад верну. Мамой клянусь. Твоей. Смотри, как горит, парня. Вы сейчас серьезно хотите, чтобы я обряд погребения прошел? Что, сумасшедшие? Я не хочу. Ай, ну да. Зачем ты его разбудил? 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 Не пойму, мы в ад, что ли, лифт или куда? Зачем ты его разбудил? О, Господи Иисусе! Понял. Но это просто мое почтение. Заклинило. А? Где это я? Господи, как выбраться отсюда? Ого. Помогите, Лёлик! Алло. Надо как убить Билла, короче, палец ярости. На только! Господи, Минус что палец. за запах? Все, да? Как вылезти-то из этой дурки? Ну выпустить. Ты меня куда портной привел? Алло. Здравствуйте. Нормально все? Ох ты, черт! Сила нечистая. Охренеть. А как? Вот это реально прикол. Чё? Погребенный переродится. А они вот об этом знают? Вот эти вот работяги, они в курсе об этом? Ну, что они как бы переродятся там, да? В курсах все?
Оказался ли я здесь по своей воле, или это было предначертано? Моя золотая нить сверкала тысячами искр с шипением, отмеряя мою судьбу. Такие же нити некогда были у мертвецов, которые сопровождали меня, которые некогда шли той же самой дорогой. Золотая нить ослепляла, сковывала меня. Я не мог преодолеть ее власть и ступить в храм богини. Я должен был избавиться от этих оков. Так, это все очень здорово, но... Как это... Нет? Нет. А, даже так? Всю хату испалили. Хорош пугать, а? Фу-фу-фу, прежде русского духу слыхом не слыхала, видом не видела, смердящая русская кость. Что в моем храме, что так пахнет? Как живые боятся запаха мертвецов, так и мертвые замечают живых по запаху, да. А? На. Давай это, нас не пугай. Под землей какие-то фризульки пошли. Алло. Это что за торпеда? А где-то над бескрайней заснеженной Сибири мобильный комплекс едет. Здравствуйте. Не понял. Не понял я. Куда какой комплекс едет? Тихо. Что у тебя бимба? Ну а как она вылетит-то? Что это такое? Я осуждаю полностью. Что это за шляпа? Лев какой-то, чи не лев? Что это такое? Слушай, тут два прохода. Игрушка какая-то. Мне ни к чему. Хрена себе игрушка. О! Че, вот раз нет ничего? Здесь что, дети были? Что-то где-то я вот такое уже видел. Найс, почитали. Орел, бык, орел, лев, бык. Все, я понял. Подожди, а как крутить-то? Орел. Типа, наверное, собрать сначала орла. Может быть, так? Будто бы похож.
Орел. Лев. А может быть, знаешь, как головы одни оставить? Орел. Лев. Прикольно. Ага, здорово. Черепа. Черепа. 1, 1, 1, 1, 3, 6, что ли? 1, 1, 3. Я ж не слепой. 7. Легкая. Заполняется книга. Вот это очень интересно мне. Потому что я какие-то... Я сейчас как раз читаю про этот... Древнюю... Мифы Древней Греции. Жил да был человек и не знал, что есть на свете лихо. Слышит, люди часто его поминают, и решился во что бы то ни стало увидеться с ним. Взял сумку на плеча и пошел. Чего надо? Лихо. Его ищу. Лихо здесь. Шел. Под лесом стоит железный замок. Кругом чистокол из человеческих костей. Черепа воткнуты сверху. Подходит к замку. Вошел в горницу, а там лежит громадный тучный великан. Голова на покруте. На покуте. Покуть — место в углу под образами. Наверное, на О ударение. Голова на покуте. Ноги на печке. Ложе под ним, людские кости. Нормально. Это лихо. А вокруг него сидят злыдни и журба. Подало ему лихо человечью голову и подчует, а само лихо слепое. Взял гость голову, да под лавку. «Что, скушал?» — спрашивает лихо. «Скушал». «А где ты, головка-матовка?» «Под лавкою». Жаром и холодом обдало гостя. «Скушай, голубчик, а ты сам вкуснее для меня будешь». Он взял голову и спрятал за пазуху. А лихо: «Где ты, головка-матовка?» «Подле желудка». «Значит, съел», — подумал лихо. «Но теперь твоя очередь». Гость улучил час, да бегом. Дверь железная заскрипела. Лихо узнала побег и закричала: «Двери, держите, уйдет!» Но он уже был за дверью. Только правую руку не уберег. В дверях оставил. То есть лихо, оно вообще, по идее, слепое. О как. Понял? Окей. Будем знать. Здорово, здорово, ребят. Алло. Ох, сила бесовская. Свят, свят. Да поможет нам етицкая сила. Почему, говорит, етицкая? Потому что другой не знаю. Прапорщик Задов. Здорово, парни. Я вас не трогаю. Так Не что трогаю. опять вы. Пеннивайз? Кого? А запись будет? Да-да-да, ребят, на ютубе, на канале Hardplay. Прямо сейчас идет стримчик, можете зайти там, лайкосик завести, зарешать там. Расскажешь, да.
У меня волшебные спички. Это эти прялы или как они называются-то? Может, вот сюда прям закинуть? Ворона. Веретено, во. Да-да, веретено. Что, зажжется что-нибудь, нет? О. Кого? Не шутя, гигапрялка. А, здесь все сожгу, я человек простой. О, пошло. Я как Каиду спустил сейчас слово. Так. У меня очень много вопросов и очень мало ответов. Путь ведет к пещере с прялками. Са. Ой. Извини, пожалуйста. Что она стоит, у нее глаза какие-то блестящие. Что вообще происходит? Кузнец, это ты? Скорее, кузнец! Нужна помощь! Скорее! Это же он импостер, ну 100%. Откуда он здесь взялся? Открывай эти чертовы ворота! Ну это Гонева. Дай, заклинило. Не верю. Я слышу его! Господи правый. Как? О, Господи Иисусе! Какого... Паутина проклятая! Головка-мотовка! Головка-мотовка! Кого? Давай, не дури. Охренеть, ты что за переходы? Кого? Ты его разбудил. Да никого я не будил, я Чтобы просто... выбраться,
Нужно спуститься еще ниже. Куда ниже, отец? За Меня и так океаном закопали. лежит самое сердце Тридесятого царства. Добираться туда надо сквозь чрево мертвеца. Смелее, кузнец. Схорони меня в колодец, а потом следуй за мной. Следуй за мной. А он мне с самого начала вообще не понравился. Это какие-то реально мои сны, блин, при температуре 36,7. За мной! Чё? Мозаика из лиха. Да, за мной-то в никуда. Вода. Блин, пропустил случайно. Слышь, голова. Куда? А где голова-то? Эй! Куда идти-то? Что? Мой путь окончен. Зря я пошел по твоим стопам. Мне не воскреснуть. Но ты еще можешь. Кто ступил в темный лес, не уйдет прежним. Выдержи его испытания. Реши загадки. Пройди сквозь чрево мертвеца. Умри и сам воскресни. И Умри и сам принеси воскресни. огонь в мир живых. Но готов ли ты к великой жертве? Я вообще... Какого? Что? Почему? Какого черта? Время огня близко. Ты вспомнишь стародавний обряд. Я приведу тебя в храм. В нем ты найдешь врата к огненной реке. Нет, не хочу! Да ну не надо! Хорошо, хоть через рот, а не через... Да, второе отверстие. Кошелот, блин. Ну и чё такое? Быдла. Поглощение. Мало попасть в мир мертвых, мало пройти испытание. Нам требовалась особая волшебная сила. Мы должны были удержать знания, что обрели в Тридесятом царстве, и не растерять обретенное колдовство. Именно поэтому все тени проходили через чрево на пути в подземные залы хозяйки зверей. Теперь они были одним целым со своими помощниками и могли сохранить всю магию даже по возвращении в мир живых. Я следовал путем исконного обряда. Обряды, да? Обряды, да, другалек? Алло.
Так, пробираемся по пищеводному тракту. И прямо сейчас окажемся где? Правильно. Ты давай без вот этих вот. Хотела бы меня захавать, давно бы захавала. Устраивают тут эти страшилки свои. Так, во-первых, за собой дверку надо закрывать. Непонятно пока. Так, что мы здесь видим? Мы видим ларчик, мы видим море ракушек, какой-то шлак, птицы, львы, крокодилы. Что же здесь? Ничего такого вот я не вижу, как мы привыкли. А очень бы хотелось загадочку-то достать. Не кажется вам такое? Три, один, два, один, что ли? 3, 1, 2, 1. Ну давай попробуем. Новое предание. Было слишком просто. Главное, все сам, да. О, старик-силач. Когда-то было нас 60 разбойников. Однажды ехали мы по степи. Вдруг пошел проливной дождь. На холме мы увидели огромный череп коня. Мы все заехали в этот череп и укрылись от дождя. Я оказался у самого края, у самого входа, так как был самый слабый. Вдруг я увидел великана, который скакал по степи на рыжей лошади. На скаку он хватал холмы и подбрасывал их. Когда он был уже близко, я выскочил из черепа и поскакал, куда глаза глядят. В это время великан схватил холм, на котором лежал тот огромный череп, и вместе с моими друзьями-разбойниками подбросил к небу. Все погибли. Я погнал во всю мощь, но великан протянул руку, взял меня, посадил на железный вертел. И, как говорится, дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун, да. Мне, говорит, да, туда нельзя, потому что я красивый. Да, вот, пожалуйста, вот прекрасные сказки, да, так что как-то так. В общем, посадил, накуканил и развел костер и повесил жарить, а сам заснул. Да, как говорится, пожилой штурвал. Я соскочил с вертела, рыжий конь великана заржал, но тот проснулся только на миг и заснул вновь. Конь опять заржал, великан закричал: «Почему ты ржешь? Мешаешь мне спать!» Он ударил его плетью и опять заснул. Тогда я взял из огня раскаленный вертел и вонзил его в сердце великана. Тот вскочил и закричал: «Где мой барс, бегающий по горам? Где мой беркут, парящий в небе? Где мой кит, плавающий в море?» И рухнул мертвым. С неба на меня ринулся беркут. Он вырвал из меня кусок мяса и начал его клевать. Откуда-то прибежал барс и тоже бросился на это мясо. Остаток беркут кинул в море. Этот кусок схватил кит. Я тем временем успел спрятаться и остаться жив. С тех пор здесь и живу. Написал это Ватагин, медноволосая девушка, калмыцкие народные сказки, наука, Москва, 1964 год. Прикол. Вот это прикол. Это не я. Среди духов-помощников был один, что отличался от других не видом, но величием большой волшебной силы, что черпал у своего хозяина. Именно этот помощник помогал каждому пройти между мирами. Именно он помогал каждому пройти испытание. Именно он мог снова сплести нити жизни в живое руно, по которому можно было вернуться обратно в мир живых.
То, что их жжешь, в принципе, ничего не дает. Так чисто поржать, как говорится. Аля. О, чистый Skyrim. Skyrim, помните этот пик? Пик. Как же он назывался-то? Чатики, кто помнит? YouTube, Twitch. Огненный пик и ледяной пик. Ледяной пик, по-моему, пик. Возродах, Драгонборн. Ту-ту-ту. Ту-ту. Слушайте, ну, пока что пробираемся. А, ветреный пик, точно, ветреный. О, башка. Дай пирожка. Портной. Это ты, кузнец? Я? Слушай, что-то пошевелиться не могу. Интересно, почему? Портной, оно тебя схватило. Убрало до головы. Ну-ка, погодь. Так, святые кудели, где мои ноги? Где руки? Это какой-то мимир получается из God of War. Тише. Глядишь, подлечим тебя и... Подлечим? Подлечим? Что тут лечить-то? Боже! Как я теперь? Голодно как-то. Гляди, вон там паук спрятался. Тащи его сюда. А что ты с ним... Да так, погляжу. Давай, что тебе? Потом мы поговорим. Чего, паук спрятался? Вон он, прямо передо мной, в той норе. Вон он. Ага! Господи Иисусе! Это фильм «Нечто». Что? Как? Ты глянь. Ишь, понесли, родимые. Ох, паучьи ноги отросли. Теперь заживем. А то все щеки охромину поотбил. Знаешь, что это за храм-церквушка? Ня, Его ну, храм. наверное. Лихо этого. Или того, чем оно было раньше. Ну, кто бы рассказал, не поверил бы. Стопудово. Даже опора порушилась. Видишь тот рычаг? Попытаемся. Вон тут лаз есть паучий. Будто всю жизнь жуком бегал. Пауки тоже своего рода портные. Руки помнят. Так можно было? Ух ты, черт! Ну вот, рычаг отвалился. Если что, это была твоя придумка. Нет. Это трапезный называется. Я все на тебя свалю. Дед дьяком был. Перекусить хочешь? Нет, спасибо. Мертвечью еду есть. Ну, как знаешь. Меня вон как взбодрили харчи местные. Вон там выход из храма. Похоже, заперто. Правда? У него хлеб в руках. Идет куда-то с посохом. Путешественник. Ишь ты, в сапогах ходит. Три каких-то прикола надо найти. Тридесятое царство. Я оказался в том самом 30-м царстве.
В тридевятом государстве это был мир мертвых. Вы хотите сказать? Так. То есть, когда нам, пожилым киберспортсменам, в детстве говорили, прабабушка, в 30-м царстве, в 39-м государстве жил-был... Ты хочешь сказать, это мне говорили про царство мертвых? Ну, какие сказки, такими и выросли, извините. Прикол. Вот это реально прикол. Голова, не пугай, прекрати. Ага. Спалився. Не понял. Льдышки какая-то. В чем здесь овца? Может, за ним надо газануть? Эй. Человешка. Вот и западные врата. За ними путь домой. Только примерзло все. А если вдарить чем по этому льду? Нет, гляди его сколько. Вовек не доберемся. Погоди-ка. Есть одна мысль. Мы можем растопить огненную реку. Пойдем. Ты куда угнал-то? Пойдем. Тут выход из храма. Все льдом покрылось. Есть у меня мысль, как нам его растопить. Ты ведь со своим огнем пришел, так? Как Ну да. готов будешь, пойдем обратно. Туда, где паука выловили. Ну-ка, пойдем-ка. Сейчас мы все найдем. Ага. Да тихо! Чего? Дарует знания. Перо птицы Сирин. Дарует знания. Может быть такое? Количество свечей. Что же здесь-то может быть? Что-то привязанное к числам, да? Что-то привязанное к числам, а что? Свечки, но они... Перья. Не пойму. О чем речь-то, подожди. Перо птицы дарует знания. Перо. В упор не вижу. А где мы нашли? О боже. Посмотрим, что Там, с первого раза. Федор Бурмаков. Долго ли шел, коротко ли Федор Бурмаков?
Вышел на поле на чисто, завидел дом прибольшущий, городом назвать мал добре, теремом назвать велик добре. Слышит, приехал к дому богатырь и запускает коня в конюшню, заходит в избу. Встал Федор Бурмаков с печи, подошел к нему поближе и поклонился пониже. «Здравствуй, кривой Лука-богатырь, господин генерал!» «Ну, Федор Бурмаков, когда ты зашел ко мне, так излечи у меня глаз. Коль ты зашел ко мне, излечи у меня глаз. Ну, давай я твой глаз излечу, только ты затопи печку и дай-ка олово, и дай-ка винты. Привинтить твои руки и ноги к полу, когда я твой глаз лечить буду, чтоб ты не вздрогнул». Дал ему все, привинтил его к полу, затопил печку, разогрел олово, поднес к глазам. «Отвори, — говорит, — оба». В добрый глаз ему олово налил, да и побежал вон на улицу. Кривой Лука соскочил, винты оторвал, побежал вон на улицу, а полного света не видит, заревел: «Быть кругом моего дома железный тын». Федор Бурмаков привелся в ограды, ему некуда деваться, а у Луки бегают в ограде козленки. Он козла поймал да убил, а лупил, а голову не отрезал. Кожу на себя накинул, а голову на голову. Достал на 4 кости, разбежался на Луку и жопу боднул. Тот схватил за рога, да за ограду выкинул. Федор Бурмаков вскричал: «Прости, Лука-богатырь! Ну, Федор Бурмаков, когда ты меня победил, то на тебе мою медную светлую саблю». Федор Бурмаков, когда ты меня победил, то на тебе мою медную светлую саблю. Тут как будто не закончено. Бросил в чисто поле. Возьми. Федор Бурмаков приходит к этой сабле, раздумался. Что же взять мне эту саблю одной рукой, а взять, отведать мизинным... Аль взять, отведать, наверное, там хотели написать, мизинным перстом. Перстик приложил, перстик и прикипел. Ну и сидит, плачет, не знает, что и делать. Вынул из кармана перочинный ножик, отрезал свой мизинный перст по суставу, отошел в сторону и сидит в холмах. Прибежал Кривой Лука, схватил эту саблю. «Счастлив ты, Федор Бурмаков, что ушел. Ну да ладно, у меня есть там, на дороге, любимая сестра». Северные сказки, типография, 1909 год. Потрясающие сказки, мне очень нравятся. Просто чисто на ночь, знаешь, почитать. Ну так просто. Знаешь, так на ночь. Угу. Так чисто. Так. Угу. Так, что надо делать? Храм промерз, но, думаю, мы еще сможем выбраться. Под ним среди корней вековечного дерева течет огненная река. Как ее растопим, растает и выход из храма. Привет, Хар, здорово. Портной, Тут ты это знаешь. ты знаешь-то это все откуда? Да как же? А и действительно, откуда? Вот этого не знаю. Ага. Не рычаг, посох. Чё? Вот эту дверь не сковала льдом, но до нее не доберемся, пока не расчистим снег. Нужно его как-то растопить. А спичками? Может, растопить чем-то этот снег? Сможешь ту церковную утварь скинуть? Так, погоди-ка. По камням, потом здесь, по доскам. Скажи, как отойдешь в сторонку, чтоб не зашибло. Ага. Поберегись! Так, ну уже как будто бы что-то, да?
Думаешь, растопится? Ну вот, путь открыт. Осталось найти печать. Видишь углубление Потрясающе. в виде солнца? А где же мне ее? Орла выкармливают. Орла. Так не пойдет. Орла. Печать. А ну-ка. Печаточка. Запустение. Ну-ка, 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 ну-ка. Забвение. Тени моих спутников поклонялись богине. Я видел, что они пришли в храм со всех сторон света, со всех уголков мира живых и из всех эпох. Почти из всех эпох. Рядом не было никого похожего на меня. Я понял, что храм и древний обряд забыты. Северный ветер и льды сковывали древнее святилище. Больше никто не помнил хозяйку зверей. И она изменилась вместе с храмом. Прекрасное око великана подернулось маревом. Отчаяние переросло в летаргию, а затем сменилось безумием. Мне предстояли его испытания. Смогу ли я завершить этот путь? Древние Старое боги всё. Погнило. жили до момента, пока их не забывали. То есть, помните, как всегда говорилось, Краска. Только что дверь тут была. память. То есть, пока жива память. Есть такая всегда присказка, что типа пока жива память, там, и так далее, там, ну дальше уже, как говорится, по тексту. Вот здесь то же самое. То есть, пока про богов этих помнят, как бы, как мне... Сколько ж это тут все... Дверь запечатана чем-то. Посмотри в трапезной. Может, там что найдешь? Трапезный. Что-то вот здесь похоже на трапезную. Ага. Фиксирую. Касперовская. Об такой зубы поломаешь. Не шутя, хлеб. Так. Спасибо, Вик. Так не пойдет. А нет. Не то. Дверь запечатана чем-то. Посмотри в трапезной. Не то. Может, там что найдешь? Но больше вообще ничего нет. Ничего не вижу. Очень интересно. Тоже может быть. Здесь, видишь, прям все запечатано. Смотри, здесь мы все взяли. К чему этот хлеб? Туда он не подходит. Здорово, здорово, ребят. Может, что-то где-то откроется, какая-то... Ня. Слушай, а может быть... Может ли быть, знаешь, какая тема? Вот это вот назад же вырвать нельзя? Тяжелый, зараза. Можно. А ну-ка, секунду. Умом. Ага. Умом. Так, и что здесь есть? Чё? Яблочки, да? Ну, то, что от них осталось. 5, 3, 2, 2. 5.
3, 2 и 2. А нет. Ну 5 же. В чашах. В чашах. В этой чашке 0. Яблоки. В чашах. 4 здесь. Одно выкатилось. Ну 5. Ну 4. Может быть, тухлые убрать? Может быть, вот эту тухлятину дропнуть? А ну-ка. Смотри, яблоки. 1, 2, 3. Здесь живых 3. 2. 1, 2. Что здесь разрабы хотели сказать? 3, 2. Либо в чашах они имеют в виду 3, 0. Может быть 3, 0, 2, 2. Мне кажется, мудрим. Что-то здесь. Хорошо, а если просто посчитать и не мудрить? Ну, типа 5, 0, 2, 2. Но 5, 4, 2, 2 тоже не работает. Яблоки в чашах. Ну 5, 0, 2, 2 должно быть. Но это очень странно. Нету догадок. 3, 0, 1, 2 тоже не подходит. Вот это прикол. Может, все еще проще. 3, 0. 3, 0, 2, 3. Может быть такое? Пять, 4, 2, 2. Пробовали тоже. Непонятно.
Никто не знает. Прикинь. Перемудрили. По идее, здесь должно быть типа либо 5-0, так как в чаше нет ничего, 2-2, либо 5-4-2-2. Тут другого не дано. Это очень странно. Три, 0, 2, 3, 0, 2, 3. Неа. Неа. Ну, короче, Габелла. Мы не знаем здесь. Да и хрен с ним, ладно. Но у меня догадок здесь нет. Смотри, сюда. Раз, два. Нужен какой-то предмет. Ладная ковка. Все, пробовали. Я даже, ребят, времени не буду тратить. Долго очень. Там обычно это будет сказка, не сказка. Так, а где же нам еще-то одну найти? Что-то где-то еще лежит. Но что где еще лежит? Что-то нужно поставить на вот тот постамент, чтобы после этого взять это нельзя. Взять это нельзя. Еще что-то тяжелое должно быть. Но здесь точно ничего нет. Посох. Вряд ли, наверное, посох. Да. И чё? Здесь нужны какие-то предметы. Стоп. Хлеб насущный. Это на чью надолго хватит. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их... Что-то там забыл. О! Глаз выжжен. Есть. Умом. Умом. Пошел процесс. Ага, неплохо, кузнец. Теперь пойдем к корням храма. Видишь, у всех икон образа повыдраны. Дикость какая. Я это заметил давно уже. Видишь, какие корни. От какого-то дерева могучего. Да, дерево непростое. У его корней текла огненная река. Наконец мы добрались до великого храма, где нас ждали испытания. Он сверкал золотом, ослепляя меня и моих спутников. Я видел, что рядом с храмом возвышались могучее дерево, своими ветвями соединявшего все миры. Игдрасиль? Но я видел и еще что-то, чего тогда не понимал. За окнами сгущались тучи, принося с собой холодный зимний ветер. Безжалостный снег падал на золото, постепенно усыпляя блеск и цвет металла. Что за река? Что ты заладил? Река да река. Что за река вообще? Смородинка, пучая река, как только не называют. Смрадная, огнем горит.
Что? ГГ. Попили пивка. Сила бесовская! Кажется, я его слышу! Кого его? Прячься! Понеслась. Господи правый. Ты чё за... Кажется, тупик. Мы пришли в мир мертвецов и больше не могли уйти прежними. Я знал, что этот путь потребует платы. Какова она будет? И будет ли она мне по силам? Тени, чей путь я повторял, были готовы. Каждый знал ту цену, что 30-е царство потребует за возвращение, и у каждого она была своя. Я видел рваные раны, я видел отрубленные пальцы, я видел увечья и другие знаки мира мертвых. Путь открывался, когда была совершена великая жертва. Если так задуматься, это... надо все улики за собой сжигать. Кажется, 30-е это царство, 39-е хозяйка зверей. Ну, вы знаете, я хотел сделать обзор. Я не знаю, сколько часов еще проходить эту игру, но я говорю именно за прохождение. Я бы хотел ее пройти. Потому что из обзора для меня вот эти первые впечатления очень важны. То есть понятие обзор игры, и ты такой ловишь себя на мысли, что я хотел зайти там на 1,5 часика, там что-то там как-то покопаться, понять, а тут раз, а уже 2 с лишним часа игра идет. Представляете? И вот как это понять? Я думаю, что игра стоит того, чтобы ее пройти. Там, по-моему, что-то прям еще, я думаю, за один стрим мы точно ее зафиналим. Там ультра просто. Вот. Поэтому, что я хочу сказать. Всем, ребята, прекрасного дня, либо вечера, либо еще что-то. Прямо сейчас. Все с вами дружно, дорогие друзья. Админы есть на ютубе? Переходим. Куда? В Hard Inside. В 20:45 сегодня смотрим матч Спартак Зенит. Наконец-то. Господи, сколько прошло времени. Мы с вами наконец-то, так скажем, выдвинемся. Выдвинемся для того, чтобы посмотреть вот эту вот красоту. Ну, я думаю, что, скорее всего, Зенит сегодня, конечно, выиграет. Да, сегодня питерские болельщики будут ликовать, радоваться, потому что, ну, конечно, Зенит сейчас выглядит гораздо сильнее, но я буду болеть за свою команду. Вот, так что приглашаю всех, все ссылки кину вот здесь, в телеге. Всем, кому не сложно, перейдите с Твича на YouTube, поставьте лайкос ваш королевский. Ну и все, кто будет ставить на это событие, ссылочки в чатике и на одном, на втором канале вам сейчас скинут. Ну и в закрепе тоже закину. Если идея с просмотром вам зайдет, в принципе, можем смотреть и киберспорт. Пишите в комментах, если интересно, как бы, го. Я только за, раньше очень много, очень часто смотрели. Так что как-то, в общем-то, так. Ну
Ну а сейчас что мы делаем? Мы с вами идем отдыхать. Очень хотел бы увидеть ваше мнение на тему, значит, на тему чего? На тему вообще, как вам подобные игры? Как вам вот подобное? Да, чики-брики, если бы ты отдуплился и наконец-то додумался кинуть ссылки и на YouTube, и на Twitch, тебе бы вообще, друг мой, цены не было. Да, все-таки, наверное, что-то, видать, влияет. Какая-то вот эта зараза, она передается, видать, знаешь, как те самые, да, один жарит другого, раз, и он уже такой же, да. Я думаю, что ты заразный у нас, да. Я думаю, что ты заразный 100%, да, 100%, 200%. Вот, поэтому как-то так. Да. Да, если стопудово. Да, чики-брики, ты большой молодец. Особенно если бы ты кинул еще и ссылку на наших партнеров хоть раз за стрим. Ну, ты бы был вообще супер космос просто. Я уверен, что сейчас ты догадаешься. Я помогу тебе. Я направлю тебя на путь истинный, сын мой. Да, давай, благословляю тебя. Давай все-таки с 75-го раза пацанам все-таки ты скинешь ссылки и на YouTube, и на все остальное. Ну, у тебя все получится, родной. Давай, да. Да, ну а мы пока подождем. Короче, ладно, приколы приколами. Значит, в 20:30 я, наверное, подрублю на ВК. Буду рад всем. Может быть, успею залететь на Кик. В общем, все ссылочки найдете на Ютубе в описании. На Ютубе под любым роликом, под любым стримом канал Hardplay. Кик, Twitch, рад вас был видеть. Всем добра, бобра. С вами, как всегда, был Алексей Hardplay. Увидимся, дорогие друзья. С вами, я думаю, что в следующих, да, сериях. Вот, и у нас с вами все получится. Дорогой Twitch, я сейчас еще с Ютубом поболтаю. Переходите на ютубчик. Буду вам очень рад. Twitch, мое почтение. Игра, на мой взгляд, очень-очень достойная. Слушайте, YouTube, ну, получилось, по-моему, очень здорово. Блин, я бы ее хотел полностью пройти. Пройти. Мне кажется, было бы очень годно. Угу. Давайте мы ее в следующий раз и зафиналим. Да, за второй стрим я просто не хочу бежать. Мне хочется почитать, мне хочется, ну, насладиться вот этой вот самой игрой, самой атмосферой. Блин, по-моему, очень здорово. То есть, вот интересные какие-то мифы читаешь, сказки там и так далее. Угу. Ну, за второй стрим, да, финал будет. У меня есть такое ощущение, что вот это вот, кому мы сейчас идем, это и есть лихо. То есть просто типа про нее забыли, и вот появилась лихо, можно сказать, переродилась. То есть это обезумевшая вот эта вот одинокая женщина, да. Как бы смешно не звучало. Так что как-то так. Ладно, дорогие друзья, все, я погнал. Что сегодня успею, то успею. Возможно, будет Кик, 100% будет ВК. Все, всех обнял. Давайте, связь. Давайте, ребят.